Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 6 по 12 мая. Давайте узнаем, что нам напророчат карты. Будем реалистами. У нас сегодня колода «Волшебное зеркало Ленорман». Я решила использовать ее. Вот давайте посмотрим, как это зеркало или как выглядит ваше зазеркалье. Что нам подскажут карты. Может быть, как какой-то совет. Но мы зададим, безусловно, вопросы традиционные в нашем еженедельном прогнозе. Я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Ну и подсказку какую-то вы для себя услышите. Первый вопрос, что важно знать или чего будет касаться, ну, обстоятельств каких-то, или как сфера жизни, какая-либо на этой неделе с 6 по 12 для вас будет наиболее активно проигрываться, чем придется заниматься. Или что, как внимание переключить на какую-то или сферу, или решение вопроса. Одним словом, как видят карты, что важно знать. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать, мои дорогие весы? Что же вам будет помогать, что будет радовать, что для вас плюс? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то скрывает, узнаем. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия денег на этой неделе. Что для вас? И что в личной жизни? Что же важно знать? Мои дорогие девочки, весы, в центре всех событий этой недели, ваши задумки, ваше направление, вы себя попросту не должны поставить на второе место. Если меня смотрят мужчины, важная женщина в вашей жизни. И, может быть, это то, что вы хотите, намереваетесь осуществить. Или какие-то контакты. У кого-то это может быть супруга, подруга, у кого-то может быть и мама, у кого-то и руководитель. Почему нет? Все-таки мы все разные. И в зависимости от того, вот какая же женщина для вас, ну, имеет большое значение, по крайней мере, на этой неделе, будут развиваться какие-то дальнейшие события. Мы раскроем, посмотрим. Но для вас, мои дорогие девочки, определенно себя на вторые роли ставить нельзя. Какой-то ваш план должен быть осуществим. Как и творчество, как и, ну, быть не одной, а именно в паре, продумать что-то. Все же карта говорит о том, что не совсем в этой колоде карт имеются две карты персональные, как и женщина, так и мужчина. Здесь больше о реализации какого-то проекта, нежели о каких-то экзальтированных мыслях наших. Или то, что вы намеревались сделать здесь, скорее всего, вы приступите к осуществлению какого-то плана. Или вы можете тезис-план пересмотреть, скорректировать что-то. Почему? Потому что у нас, кстати, на этой неделе по 15 число Меркурий находится в знаке зодиака Овен. И за предыдущий период апреля Меркурий почти целый месяц был ретроградным и мог нам создать как и путаницу, так и какое-то дежавю до бесконечности. И в этот период, пока Меркурий в Овне, больше ясности, больше понимания. У кого-то в личной жизни больше понимания, у кого-то по работе. Или, я сказала, тезис-план. Теперь я знаю как бы ноу-хау, я знаю, как мне действовать, какие мне действия нужно предпринять. Вот у каждого по-разному. В неожиданностях. Приятное общение, возможности. Возможность совершить какой-то важный разговор или договориться, мои дорогие. И правда, если, к примеру, у вас выдается оказия пойти, или вас, допустим, ну, как протежируют вам решить какой-то вопрос наиболее быстрым способом. Не откладывайте что-то на потом. Вот не отложить какую-то вашу личную историю, или важный разговор, или с кем-то общение будет для вас наиболее актуальным. Почему? Карта букета, она всячески благоприятна. Как раз на дипломатию, а вы великие дипломаты, так и на решение вопросов, когда это как через контакты происходит. Но помните, букет увядает, и поэтому какой-то момент не упустить. Не думать, что можно расслабиться при всем при том, что сейчас для вас
Но как период приятности, по крайней мере, эта неделя, фон этой недели более благоприятный для вас. Но карта напоминает, не упусти какой-то момент или, ну, как счастливые события, которые тебе тоже помогают либо реализовать свой план, либо, ну, осуществить у каждого по-своему, поскольку планируем мы каждый свое. Чему сейчас не время? Выяснять отношения или в чем-то сомневаться, или основывать свое мнение на том, что было прежде. У нас есть облако, которое достаточно легко может буквально раствориться в небе, но есть у нас и грозовая туча. Вам придется делать какой-то выбор или правильно воспринимать ситуацию, обстоятельства, с чем-то определяться. И будет дважды важно быть дипломатом, не надумать себе чего-то того, что нет в реальности. Все же тучи, даже если это туча, это всегда проходимо. И если для кого-то из вас гроза в отношениях или эта самая гроза вокруг вас на работе, может быть, там меняется что-то, руководитель меняется, или вокруг какая-то турбулентность, мои дорогие весы, это к вам не относится. Может быть, обстоятельства вашей жизни, ну, обстановка сама по себе. Тоже с какими-то новостями, с какой-то информацией, к которой вы не будете наверняка знать, как к ней относиться. Не то плюс, не то минус. Не то эмоционально хочется взорваться и, ну, так, высказать кому-то что-то. Или это может казаться, что я сейчас должна что-то быстро предпринять. Да, быстро, но не в таком ключе или не так, когда вы можете себе навредить. Не с места в карьер имеется в виду быстрота, а все-таки больше лояльность в неожиданности. Какая-то гроза вот именно проходит, может быть, и для вас. Вы выясняете а, или какие-то обстоятельства по вашей личной истории, они тоже здесь проясняются. Нам карта не говорит, что это будет наверняка. Это может быть как и со знаком плюс. И тогда себе не создать, ну, как каких-то сомнений. И если эта информация со знаком минус, тогда тоже не принимать ее близко к сердцу, потому что гроза, туча– это все проходящее. Это все то, что вам где-то может помешать. Что же вам будет помогать, когда вы сделаете правильный выбор? Сам по себе выбор делать придется. У кого-то по работе, у кого-то в личной жизни, у кого-то конкретно по части переезда, куда я еду. Или сферы вашей деятельности вообще. Раньше вы занимались чем-то одним, и, может быть, последнее время вы в двух направлениях и прежнюю работу не оставили, и уже что-то новое начали. И есть где-то усталость, кстати, может быть, и вы приходите к выводу, что мне придется определяться с этим самым направлением, потому что сил не хватает, или я уже чувствую, что мне как бы жалко что-то бросать, но в то же время обстоятельства, какая-то конкретика складывается таким образом, что выбор все равно очевиден, а вы его не решаетесь сделать. Ну, будьте внимательны, как будто выбор, ну, нужно сделать, и после этого все встанет на свои места. Что скрыто? Да, выбор нужно сделать. Карта Солнца, мои дорогие. Карта счастья, карта удачи. Карта даже в личной жизни взаимопонимания. Карта, когда у нас получается осуществить какой-то проект. Это еще пока в позиции скрыто. А турбулентности разные могут быть. Возможно, на этой неделе как раз какой-то очень важный план, или, как я говорила, оказия, словно, появится какой-либо документ подписать, или кто-то откликнется, или радостное известие, новость о том, что ваш как раз план будет осуществим быстрее. Может быть, от вас это потребует, карта развилка нам может говорить, совершенно других действий, которые вы не планировали. И вам придется здесь что-то себя скорее перепланировать, чем кому-то доказывать. Ну вот, с одной стороны, повторюсь, не то, что, знаете, не успев додумать что-то, мы торопимся осуществить. Нет, определенно реалистом быть стоит, что-то не прошляпить. Но и не упустить очень благоприятный для вас, мои дорогие весы, момент
есть смысл. На кону ваше солнце. И от вас зависит. В колодах Таро это карта выбора правильного направления. Поэтому на этой неделе какое-то направление до конца 2024 года у вас, возможно, будет определяться, или обстоятельства вас будут подталкивать сделать этот выбор. Дело, работа, бизнес, сильная позиция, все то, что я говорила, но собой не рисковать. Не рисковать добрым именем, не обострять какие-то отношения. Мои дорогие весы, вы великие дипломаты. Ну, мало ли, может быть, как последняя капля. И хочется, правда, высказать все то, что я думаю. А нет, если это по работе, сохраняем собственные позиции. И вообще по карте медведь может быть, конечно, и человек, который вам помогает. Почему нет? Но и вы-то сами тоже находитесь в достаточно сильных энергиях, возможностях, когда вы можете осуществить любой план. И если меня смотрят девочки, это вы вот в таких вариантах новых перспектив можете оказаться на этой неделе, и поэтому и выбор придется делать, и радовать что-то будет. Возможно, потому что вас кто-то будет поддерживать, либо вы сами достаточно сильны. Для вас, мои дорогие мужчины, ваша сильная позиция может быть по части личной жизни что-то осуществить. И выбор вам тоже придется делать. И даже если вам что-то не нравится, все равно быть дипломатом, на кону ваше солнце. Мои дорогие весы, не упустите ваше солнце. Деньги. Получение денег, сбор урожая, конкретно карта коса, но коса нам еще о чем говорит. Коса – это лезвие, острие. И поэтому нужно быть внимательным, чтобы не порезаться. Поэтому будьте внимательны с деньгами. Деньги будут. В зависимости от того, что вы себе намереваетесь осуществить, у каждого по-своему. Может быть, деньги куда-то вложить, то я бы не сказала, что на этой неделе это хороший как бы прогресс нам обещают. Есть все-таки тучи, есть те моменты, которые больше на сохранение, и деньги в том числе. Если для вас какой-то важный платеж вы должны были осуществить, или закрыть кредит, идеальное время, вот здесь, или осуществить, допустим, получить вот как какой-то итог, в чем-то поставить точку, у вас тоже получается. Но если мы говорим о том, чтобы отдать деньги и что-то купить, приобрести, я бы сказала, что повремените, помогает этот выбор, тогда лучше подождать какого-то, ну, другого момента. Может быть, не на этой неделе, семидневка не такой большой срок, но деньги вы как раз можете получить, или как какой-то гонорар к вам может прийти, и вы останетесь довольны. Но это тоже не значит, что вы можете расслабиться. Что в личной жизни? Сложности в отношениях у кого-то может быть. Для кого-то из вас эта карта будет говорить о том, что отношения на расстоянии. И если меня смотрят мужчины, есть важная женщина, которая, но не рядом с вами. И вы хотели бы, чтобы как-то побыстрее это расстояние сузилось, чтобы вы были вместе. Или ваша ссора, мои дорогие, ну, у кого-то буквально так может быть. Вы не достигли взаимопонимания, и тогда нам карты тучи будут говорят, не увеличивай дистанцию конфликта, потому что тут как человек вам по судьбе, мои дорогие весы. С другой стороны, для тех, кто один или одна, это вы не будьте как неприступная гора, крепость, скала, вот со стрием нам тут даже показано. Вам захочется определенно, у вас сильная позиция, мои дорогие весы, настоять на своем или что-то выяснить, и вы можете себе навредить. Вы можете сделать неправильный выбор. Или для тех, кто один или одна, когда вы не решаетесь выйти из замкнутого пространства или собственных мыслей, когда вы не решаетесь на новые знакомства, может быть, прежняя ситуация, история ваша достаточно сложная, так вот себя адаптировать к новым условиям вам тоже нужно. Не упустить возможности. Да, звезды нам помогают, но они помогают в том случае, если мы тоже выходим навстречу своей судьбе. Бывает так, говорят, что судьба найдет в любом месте, в любом случае, но, увы, не всегда. И поэтому от того, как вы не отдаете свою судьбу на волю случая, а ее планируете или делаете этот выбор,
будет зависеть, как долго затянется ваше одиночество. Вот для кого-то все эти карты будут говорить и об этом. Подумайте. Или, может быть, та история, которая прежде была, ну, как ссора между вами, как раз на этой неделе, с учетом первых карт, вы можете примириться, повторяюсь, и планировать что-то на последующий период. Вы можете с кем-то не соглашаться из своих близких, мои дорогие весы. Все-таки гора, есть какая-то преграда. Но все равно, понимаете, видимо, ваша лояльность, ваша дипломатия позволяет обойти вот эту гору побыстрее при сохранении собственных позиций, и чтобы вот это солнце засияло более ярко, а не было затемнено или тучами, или закрыто вот этими препятствиями. Делать выбор придется, я бы сказала, у кого-то на работе или по вопросам оформления, по вопросам денег, а у кого-то и по личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.